Всех приветствую, обзор, анализ, прогноз криптовалют. Вчера вечером биткоин немного сходил в коррекцию, подтащив за собой большинство альткоинов, поэтому неудивительно, что утро нас встречает также в красной зоне. Наибольший рост за 24 часа показала монета Quant, 24,5% роста. Падение у монеты R-Wave почти минус 13% за 24 часа. За сутки нарастили шортовые позиции плюс более 5% по биткоину, лонги сократили совсем незначительно, около 0,5%. На динамике видим, что также больших скачков по данным показателям нет. Вернулся к нам экстремальный страх, сегодня цифра 20, стоило немного биткоину просесть, так снова жадность немного поубавилась. Вчера была цифра 28, сегодня 20. И если оценивать также настроение пользователей Твиттера, то с индексом страха и жадности было увеличение и вот этого показателя. Также мы шли в позитив наверх. Сегодня при небольшой коррекции мувинг сентимента направлен в негативную сторону. За 24 часа ликвидировано чуть более 61 тысячи трейдеров, забрали у них 175 миллионов долларов. И естественно на падении почти 80% из всех это лонгисты. У них забрали больше всего денег. Если же говорить о размере ликвидации, то видим лонговые ликвидации достаточно низкие, то есть на этом падении не было особого желания лонговать. И при коррекции не было отъема крупной суммы. Если же оценивать шорты, то видно, что их также не особо много. Посмотрим, что будет при преодолении вот этого локального максимума в ближайшем времени. Grayscale у нас за 24 часа ничего не приобретали, все пошло под распродажу. И при оценке популярности монеты в Твиттере видно, что монета Shiba Inu переместилась на третье место. На первом месте самая популярная и обсуждаемая монета это Ethereum, на втором Solana. И Shiba, которая достаточно долгое время была на первом месте, теперь всего лишь замыкает тройку. Биткоин на четвертом месте. Именно в этих монетах больше всего пишут в Твиттере. Ну, если же брать информацию со всех тематических групп, пабликов и форумов, то, несомненно, биткоин занимает лидирующую позицию, на втором месте Ethereum, на третьем Solana. Shiba, которая в Твиттере на третьем месте, здесь у нас замыкает почти двадцатку, на 19 месте. Ну и по настроениям видно, что большинство монет все-таки с позитивной оценкой. Давайте посмотрим, какие были крупные перемещения на Ethereum кошельках. Транзакции более $1 миллиона. Стоит отметить, почти на 4600 был перемещен Matic, на 2171 Render токен, Decentraland в 3 транзакции по 1 300 000 каждая, монета Cent на 1 150 000. И за сутки на этом все. Давайте посмотрим график монеты Decentraland. Мы недавно на нее уже смотрели, предполагалось, что здесь заходной импульс. Данное падение я бы предпочел откупать, и стоп можно ставить за основание этого импульса. Если смотреть более глобальную картину, то это вполне может стать завершением коррекции, так как отскок произошел от сильного уровня поддержки. Также мы видим, что этот уровень совпадает со скользящей средней EMA200 на дневном таймфрейме. Здесь в приоритете лонг с целью на предыдущем максимуме в районе 5,5-6 долларов. Но закупали у нас не только альту, вот, например, наш друг. Третий топовый кошелек снова приобрел битка в 2 крупные транзакции, 207 и 349. Продолжает откупать и наращивать свою позицию. Ну и компания MicroStrategy также не осталась в стороне. 660 битков на 25 лямов снова было приобретено в январе уже нового года. Google тренды обновили свои показатели, и здесь они не стали продолжать восходящее движение, а вновь вернулись вот в эту проторговку. Интерес вызван был падением, и он был локальным. Стоит отметить вот такую статистическую штуку. Предложение китов. Это те, у которых кошельки с балансом 100 и 10 тысяч битков. На последнем падении они продолжили наращивать свои объемы. При этом на отскоке в рост они не стали сбрасывать, а также продолжили покупки. О чем это говорит, я думаю, пояснять не стоит, и так понятно. В этой зоне они видят потенциал для разворота. Такое же расхождение цены и данного показателя было летом на развороте. Цена продолжила идти вниз, а откупы продолжились, тем самым потащив за собой цену. Еще одна похожая закономерность с летними месяцами, когда был разворот. Здесь у нас скользящая реализованного профита на 14 дней и 21 день. Оба этих графика показывают, что мы находимся в районе дна. Был откуп, голубая зона летом, голубая зона в данный момент немного меньше, но на 21 дневке такая же ситуация. Компания WhaleMap дает нам понять, что на росте у нас был также закуп. Подтверждает другие индикаторы. Например, на предыдущем росте такого, конечно же, не было.
О чем это может говорить? О том, что данный рост для крупных игроков намного интересен. И как минимум к нему нужно присмотреться. Модель цены Stock to Flow также демонстрирует нам интересные показатели. Настолько большое выпадение из диапазона мы никогда не видели, начиная с истоков битка. До этого всегда мы находились в нижней части, но такого сильного пробила еще не было. Даже в 2018 году, когда биток сократился просто наполовину, с 6000 до 3, цена не так сильно выпадала из диапазона. Чем это является? Сломом индикатора, либо донным дном, как говорится. Узнаем в ближайшее время, но выводы сделает каждый сам. Резерв биткоина на всех биржах в целом продолжает сокращаться, но если смотреть локальное движение, то здесь видно, что вводов биткоинов на бирже сейчас больше, чем выводов. Естественно, глобально нисходящий тренд это не сломало, поэтому серьезно рассматривать его пока не стоит, но все-таки на данном росте кто-то предпочел биток заводить. С хешрейтом все нормально, продолжает идти вверх. Активность майнеров также на низком уровне, особо они не продают. К тому же, если смотреть на их резервы, то на этом росте их даже стало больше. Майнеры предпочитают больше накапливать с целью продажи по более высоким и выгодным ценам. Ну и индикатор профита давно уже преодолен минимум лета. На данный момент чуть более 63% трейдеров только находятся в плюсе. И как мы видели на истории, это достаточно хороший уровень для того, чтобы отсюда разворачиваться. Конечно, если мы не ушли в долгосрочный, долголетний, многолетний даунтренд. Вот, кстати, у WileMap есть индикатор, который показывает мувинги профитов и потерь. Нам нужно, чтобы вот эта голубая линия была выше красной, профитов было больше, чем потерь. И тогда, как мы видим на истории, при таком расположении цена идет в аптренде. Здесь у нас пока красная выше, но что мы видим на последнем росте? Голубая линия профитов просто рванула наверх. И если так пойдет и дальше, то это неплохой шанс для того, чтобы пересечь красную снизу вверх и получить то, что мы как раз таки и ждем. Здесь можно посмотреть, как фиксируется в плюс или в минус у нас трейдеры. И мы видим, что на последнем росте кто-то очень хорошо фиксанул в плюс. Давайте посмотрим, была ли такая ситуация летом на последнем нашем развороте. Ну вот как раз таки, когда цена пошла наверх, все начали фикситься, большие фиксации в плюс. Многие хотели забрать хотя бы хоть что-то, но цена после небольшой коррекции продолжила восходящее движение, и уже фиксация в плюс была намного меньше. То есть в данный момент это может быть как раз таки подобным случаем. В сентябре было аналогично. При каких-то малейших отскоках фиксили в плюс. Но затем, когда был такой экстремальный выброс по данному показателю, цена пошла наверх. И здесь у нас тоже такая же ситуация, поэтому велика вероятность, что и мы сейчас после небольшой коррекции, даже без перелоя, пойдем на более высокие уровни. Пару индикаторов, которые показывают разворот, коэффициент реализованного ходла после достаточно продолжительного падения разворачивается. И кто понимает структуру движения, видно, что здесь намечается аптренд. Множество Пауэлла, индикатор, который также показывает дно и пики, находится на низких показателях, и видим, что он разворачивается, локально пытается возобновить восходящее движение. Обновленная зависимость умных и глупых денег здесь демонстрируется, как они себя ведут. На падениях умные деньги откупают, глупые продают. И здесь у нас типичное поведение на падении. Одни откупают, другие продают. Вопрос лишь в том, в какой категории вы. Если внимательно посмотреть на данный индикатор и увидеть взаимосвязь с ценой, то видно, что точки максимального расхождения вот этих двух мувингов были на дне, а точки максимального сближения были на пиках. У нас сейчас такое расхождение, которое даже не было на дне 2018 года и на дне 2015 года. Более чем в 10 миллионов долларов. Также неплохая ситуация формируется и на индикаторе RSI. Здесь у нас пробитие трендовой линии, пока без хорошего пробития трендовой по цене, но мы видим, что когда пробивается данная трендовая на индикаторе RSI, здесь это демонстрируется лучше. Два последних раза, летом и в сентябре 2021 года, в обоих подобных случаях, когда было пробитие, цена направлялась также наверх. Коэффициент предложения стейблкоинов на данный момент находится на таких низких уровнях, которые на истории совпадали с локальным дном. И всякий раз, когда мы достигали подобных показателей, вот эти зоны отмечены зелеными кругами, всякий раз, когда мы его достигали, это означало, что дно цены достаточно близко. Иногда сразу V-образно происходил откуп, иногда после небольшой проторговки мы улетали наверх. Летом даже
показали снижение, но факт остается фактом. В течение какого-то короткого промежутка времени после этого цена направлялась наверх и показывала хороший рост. Несколько интересных новостей. Российские власти задумались о регулировании метавселенных. Не хватает им регулирования крипты, полезли они метавселенные. Естественно, руку приложил Роскомнадзор. Они изучают вопрос возможностей и рисков метавселенных и, естественно, заявляют о необходимости их регулирования. Ну, конечно, нехорошо, если вдруг кто-то в метавселенной проведет какой-нибудь митинг. В офлайне они их разгоняют достаточно оперативно, а вот в метавселенных пока и упустить могут. Риски метавселенной связаны с возможностями для манипуляций и дезинформации, смещением ориентиров, ну о чем я и говорил. Но на метавселенных они не останавливаются, вот они, например, изъявляют желание также зарегулировать и NFT. Оборот NFT в России предложили регулировать, предлагают внести в законодательство понятие NFT и, конечно же, распространить на всех закон о приземлении зарубежных IT-компаний. Все должны открывать офисы в России, даже те, которые торгуют, создают и перепродают NFT. Но думаете, они это для себя делают? Конечно же нет, они это делают для вас. Художники, видите ли, не могут защитить свои права. И государство, конечно же, вам поможет. Кстати, по статистике Россия находится на последнем месте и имеет всего 2% людей, которые пользуются криптой. 2% людей, пользующихся криптой, из тех, кто пользуется интернетом. Не из всех людей, конечно же. И даже при таком мизерном значении, при таком низком проценте, в последние годы просто происходит какая-то дикая активизация в плане регулирования. Вполне возможно, это связано, что пришло понимание, что не получается у них откусить как-то хотя бы кусочек пирога от ваших заработков. Еще одна интересная новость. Binance заявили о планах запуска в Украине криптовалютной карты. Они хотят запустить платежную карту с балансом в криптовалютах. Она будет привязана непосредственно к кошельку и к аккаунту Binance. Отмечается, что оплата будет происходить не криптой, а будет производиться автоматическая конвертация, что в принципе разрешено законом в Украине. Я думаю, и до России доберется подобная инициатива в случае, если не будет прямого запрета крипты, потому что здесь идет оплата не в крипте, а в фиате, а это также не запрещено по сути в России. Давайте посмотрим, что у нас на битке, на графике биткоина. На 4 часах видно, что мы отбились от уровня сопротивления, который также был препятствием при последнем росте. На данный момент это не сломало восходящую структуру, она будет сломана только при пробитии уровня в 32 800. И что мы можем формировать здесь на данный момент? Глобально. Давайте сразу же отмечу, что здесь ничего не изменилось. Возможно еще снижение в рамках волны С, но также есть структуры, предполагающие, что, например, не будет дальнейшего снижения. Например, вот в этом треугольнике можем начать рост хоть с текущих. Здесь как раз таки не нужно пробитие лоя. Возможен клин в пятой волне, здесь также не нужно пробивать слой. И рост возможен с текущих. Ну давайте продолжим рисовать здесь, что у нас видно здесь локально. На часовик, если перейти, данный клин, думаю, так уже все видели, все на него насмотрелись за последние видео. Если же смотреть более старшую структуру, то здесь также прослеживается движение, похожее на клин. Вот такая штука, из которого мы сейчас вылетели вниз. Это может стать неплохим таким заходным движением, которое будет продолжено после завершения коррекционного снижения. Также стоит учитывать, что данный клин может быть расширен. Пока рассматриваем ситуацию, при котором он уже завершен, но расширен он также может быть. Если смотреть локально, то здесь движение явно нисходящее. Мы зацепили расчетную зону, но разворота в ней пока не было, поэтому рано говорить о том, что здесь можно откупать. Ну, наугад, конечно же, можно, но это не для меня. Для меня в приоритете это подтверждение разворота. Думаю, что вполне вероятно здесь снижение вплоть до 35 700, вот до этого уровня поддержки. Он совпадает и с зоной нижней грани расчетной зоны. И также здесь по профилю объема видим, что неплохой уровень. Ну и до этого здесь происходило тестирование данного диапазона. Поэтому пока для меня в приоритете вот такая история, как завершение импульса. Сейчас мы находимся в коррекции, дальше будем развивать дальнейший восходящий тренд. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачной торговли и счастливо!